Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем разбор и сравнение карты Маг трех колод. Трех разных колод. Это колода Райдера Уэйта, колода Патрика Валенса Безумной Луны и колода Патрика Валенса Триумфа Луны. Три мага, первый старший аркан. В чем их отличие? Как правильно их трактовать? И когда мы трактуем, что мы делаем неправильно, да, потому как правильное знание, да, правильная трактовка данной карты позволит нам сделать правильный расклад для клиентов. Это очень важно и нужно. Итак, первая колода, это колода Райдера Уэйта, карта Маг в колоде Райдера Уэйта, первый старший аркан. И что мы с вами видим на карте и вообще общее описание этой карты. Мы видим с вами человека, обладающего многими знаниями. Почему? Потому что все 4 стихии у него лежат на столе. Все 4 стихии колоды Таро. Это жезлы, это мечи, это кубки, это пентакли. Еще в руках он держит какую-то волшебную палочку. Очень уверенный в себе молодой человек, да, который даже немного похож на Иисуса Христа. И кажется, как будто вокруг него сейчас соберутся ученики. Уэйт наделяет эту карту глубоким духовным смыслом. Маг в его колоде – это высокодуховный наставник, это вечный учитель, обладающий какими-то эзотерическими тайными знаниями. Стан мага опоясывает змея. Вот посмотрите, вместо ремешка у него змейка такая. Это является символом духовного равновесия и совершенствования. В целом карта маг в принципе указывает на некую схему или ритуал, в котором взаимодействуют все 4 стихии. Все 4 стихии колоды Таро, как вы видите, да? По мнению Уэйта, маг есть символ пробуждения и даже некой божественной энергии, то есть он наделен некой божественной энергии. Уэйт указывает на связь символизма карты Маг с христианством. Восьмерка над головой жреца, знак бесконечности, это символ небесного Иерусалима, Святого Духа, стремление к возрождению во Христе. Каков же общий смысл этой карты, когда вы вытягиваете ее в раскладе, да, на ситуацию, на человека? Говорит о глубоком профессионализме или о профессионале, о специалисте в какой-то области. О решении какого-то вопроса, который заканчивается успехом для этого же самого мага. То есть у него все вопросы заканчиваются успехом, так как он обладает многими знаниями. Он учитель, он знающий, он уже узнал, он готов рассказать это ученикам. Также может говорить о белой и черной магии, о неких манипуляциях и о самовнушении. Уверенный в себе человек с высокой степенью ответственности, однако часто это диктатор и манипулятор, и, к сожалению, манипулирует он в основном своими родными близкими людьми. Однако, подытожим, итоговое значение этой карты – это всезнающий учитель, человек, обладающий очень многими знаниями. К нему можно обратиться, можно взять у него какой-то совет даже, да, и можно обучиться чему-то новому и интересному. Маг – это профессионал своего дела, уже умеющий, уже знающий. Почему я это так подчеркиваю? То, что он уже знает, я сейчас объясню, это вы узнаете на других картах, да, из других колод. Собственно, старший аркан Маг в колоде Райдера Уэйта – это знающий человек, обладающий многими способностями. Что же у нас по Безумной Луне? Маг, такой же старший аркан, да, только посмотрите, пожалуйста, на лицо мага из Безумной Луны и на лицо мага из колоды Райдера Уэйта. Посмотрите, какое спокойное, умиротворенное лицо у мага из колоды Уэйта. И какое лицо, стиснув зубы, да, лицо не обладающего до конца знаниями, переживающего человека, который выступает перед толпой, да, лицо у мага, оно такое напряженное очень, у мага из Безумной Луны, то есть совершенно два разных лица. Здесь 2 руки, собственно, как у всех у нас, да, здесь 4 руки. Хочу все, но не могу, да, хочу сделать и то, это, и третье, и 10, но почему-то ни одно и ни другое не получается, да, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, сразу хочется эту пословицу сказать. Тут 2 руки, абсолютно спокойный маг, и все 4 стихии повинуются ему и лежат уже у него на столе. Итак, что у нас по магу, да, представляем вашему вниманию настоящего фокусника из королевства Безумной Луны, да. Движения его 4 рук завораживают. Одной он подносит к лицу монетку, проверяя ее подлинность, скорее всего, проверяя ее подлинность, возможно, сколько там, да, на монетке, какая там денежка.
Второй обмакивает палец в бокал с вином или с кровью, ну, скорее всего, с вином, да, дабы превратить его обратно в воду и показать толпе то, что он может все. В другой руке у него меч, в третьей руке у него жезл. Его возможности, в принципе, огромны. Но все 4 стихии, в принципе, у него в руках, однако он неправильно распределяет, использует их неверно, да, и тем самым создает какую-то хаотичность действий вокруг себя. Лицо у него напряженное, толпа не понимает, что он делает. Он не преследует какой-то определенной цели в принципе, кроме того, как все попробовать и как показать себя, да. То есть кто такой маг в колоде безумной луны? Он старается быть в центре внимания, от чего испытывает восторг ребенка, и словно дитя он кричит: посмотри, как я могу, посмотри, как я умею, да, посмотри, какой я здоровский, какой я фокусник. Он даже одет так немножко как шут. То есть если сравнить мага в колоде Райдер Уэйта, одежда у него такая спокойная, чинная, благородная, да, опять-таки смею сравнить его с Иисусом Христом, да, простите меня за богохульство, но одежда действительно похожа. Но здесь одежда такая немножко шутовская, да, клоунская. Он действительно как будто бы выступает в цирке и показывает себя шумной толпе. Значение деталей в этой карте. Самое первое, что бросается в глаза, это многорукость данного персонажа. Вообще в индийской традиции многорукость богов и богинь означала многократное усиление могущества и силы человека. Да? Она призвана была показать какую-то сверхъестественную сущность богов, то, что данный объект может выполнить несколько дел одновременно. Но помимо этого в многорукость закладывается еще какой-то философский смысл. К примеру, у Шивы одна пара рук может символизировать баланс между жизнью и смертью, например. Да? То есть у нашего мага в «Безумной луне» 4 руки означают равновесие и единство 4 стихий. Маг находится в центре внимания, в центре Вселенной. Интересно, что зрители представлены некими тенями, мелкими такими и едва заметными. По сравнению с центральным персонажем они кажутся вообще ничтожными. То есть маг, он как центральный персонаж. Либо он сам себе возомнил то, что он в центре внимания, и то, что он главнее, выше, лучше, интереснее. Понимаете, в чем разница? Здесь маг понимает то, что он действительно обладает знаниями, он учитель, сядьте ученики, и он как-то не сравнивает себя и других людей. Да, он знает больше, однако он не стремится сравнить. Но здесь маг выступает в качестве такого эгоиста, нарцисса, да, ну посмотрите на меня, насколько я хорош, посмотрите на них, да, кто они такие. Я все умею, все могу. Убывающая луна, здесь у нас убывающая луна очень многое значит в картах безумной луны, в картах триумфа луны. И правая сторона лица, повернутая к нам, говорит о том, что эмоции мага зрелые, не инфантильные, он не ребенок, он талантливый взрослый, грамотно обрабатывающий толпу, то есть он знает, что он делает в принципе. Однако для достижения целей ему требуется изучить свой бесконечный потенциал, маг пока не всегда справляется с ним. Ну, то есть вот такое вот основное значение, да. По основному значению, если вы вытянули вообще, в принципе, карту маг для себя именно в колоде безумной луны, то это значит, вы разрываетесь на несколько дел одновременно. Сейчас, секунду, расфокус у меня какой-то. Прошу прощения, да, вот так вот. Разрываетесь на несколько дел одновременно, не можете выбрать какое-то одно. Сейчас вам поступит много предложений, но вы почему-то, у вас нет какой-то определенной цели, вы не можете ее себе поставить, соответственно, поэтому не можете правильно определить, что вам сейчас нужно. То есть у вас сейчас вот такой вот в принципе, расфокус в жизни, да, то есть вы не можете понять, что для вас сейчас главнее, нужнее и так далее. Но вы пока ученик. Вам для того, чтобы достичь каких-то определенных целей в этой жизни, вам нужно еще немножко подучиться. Карта говорит о том, что вы вроде бы обладаете некими знаниями, но нужно еще подучиться. Понимаете, да? Учитель, ученик. Какая разница? То есть учитель, который превосходит своих учеников, который обладает знаниями, может чему-то научить, грамотно посоветовать, также еще может грамотно сманипулировать, а здесь просто ученик, который не понимает, что он хочет в этой жизни, не может, соответственно, прийти к этой цели, потому как он ее и не видит для себя. Ему еще нужно учиться, но он этого не понимает. Не понимает то, что он пока ученик. Он нарцисс, он эгоист, ему кажется, что он превосходит всех вокруг.
То есть он самый лучший, самый красивый и так далее и тому подобное. Ну, все, что можно еще сказать про эту карту, да. А, Итак, карта Маг из колоды «Триумф Луны», тоже художник Патрика Валенса. Что мы видим на этой карте? На карте мы видим фокусника. Сейчас, секундочку, вот так вот, да. Фокусника, зазывалу, который, разложив свой стол на глазах изумленной публики, прячет в наперстках приз, который могут выиграть почтенные горожане, однако тут все не так просто, так как данный маг блефует. В чем сравнение? Маг, который не блефует, но грамотно может манипулировать. Учитель, который грамотно обучает своих учеников. Маг, который да и не думает даже блефовать, да, у него и в мыслях нет, он просто наслаждается какой-то своей маленькой победой, то, что он выступает на сцене, и то, что он в центре внимания, любит быть в центре внимания. Нарцисс, эгоист, не обманывает, но может сманипулировать, да, но он ученик. Здесь человек, вообще не обладающий никакими знаниями. Однако все эти ему знания, если вдруг он начнет что-то делать, они ему будут легко даваться. Его главный порок – это лень и то, что он хочет все получить нечестным и быстрым путем. Понимаете? Здесь маг, который пытается что-то сделать, маг, который все знает и умеет и делает, маг, который не хочет делать, но делает, и ему все удается легко и просто, потому что вот он просто такой удачливый хитрец. Маг, обманщик и хитрец. Итак, детали, да, что мы видим, какие детали мы видим на данной карте? Мы видим мага в красном плаще, что означает вызов, граничащий с безумием. Его могут заподозрить в нечестной игре, но это его не волнует. На карту поставлено слишком много и нет пути назад. Под столом мы видим крапленые карты. Что обозначают крапленые карты? Карты крапленые обозначают, когда их скидывают, да, под стол куда-нибудь, чтобы потом забрать, но это нечестная игра, это жульки, да, обычно в покере такое бывает. Стол на 3 ножках и на 3 своих ногах, да, что означает, что если вдруг мне недостает где-то знаний, недостает одной ножки, я поставлю свои ноги из плоти и докажу людям, что я все могу, все умею. Я смухлюю, я сблефую, чтобы они не заподозрили нечестную мою игру. Вот о чем здесь говорит. Маска на его лице скрывает истинную сущность и говорит о том, что все его знания лишь фикция, обман для зевак. То есть те зеваки, которые ходят и которые ему верят, соответственно, маска для них. Вот, пожалуйста, его 2 истинные сущности, они скрываются под плащом. Это хитрость, да, и выносливость. Вот посмотрите, какое хитрое лицо у человечка. Это его истинная личина, да, этого мага. И заносчивость, да, уверенность в себе, почему бы и нет, да, почему бы и не сыграть на публику, почему бы и не обмануть. Уверенность, заносчивость, хитрость и обман. Настоящее лицо его скрыто маской, чтобы люди, не дай бог, не увидели, что там скрывается за ним. Если маг в «Безумной луне» повернут к нам правой стороной, который отвечает за логику, то маг, который в «Триумфе Луны», повернут к нам левой стороной, его интуиция спит, он не понимает, когда его могут заподозрить, он работает на эмоциях людей и сам очень эмоциональный при этом, да. На столе мы видим вырванные зубы и окровавленный кинжал, который говорит о том, что он готов сделать больно, если его раскусят, и пойти по головам, если это будет нужно. О чем говорит сама карта, если вы вытянули ее на ситуацию? О том, что знаний не просто мало, их нет вовсе. Говорит об обмане, о том, что человек совершенно не тот, за кого себя выдает. Карта также может говорить, что все, что вы сможете добиться честным путем, приложив к этому некие усилия, вы, однако, не хотите этого делать, да, то есть лень вам мешает, лень или какому-то другому человеку, на кого вы делаете расклад. Из-за соблазна и получить все легко и просто из-за вашей лени вы пойдете неверным путем, полным хитрости и обмана. Однако вам все будет удаваться, все будет идти вам в руки, если вы пойдете вот по этому пути хитрости и обмана без зазрения совести. Вот. Собственно говоря, об этом говорит карта Маг в колоде «Триумф Луны». Итак, подытожим. Карта Маг в колоде Райдер-Вейта. Знание, сила, умение, учитель. Да? Учитель, уверенный в своих знаниях, обладающий знаниями высокодуховными, возможно, высокоинтеллектуальными. И даже будучи манипулятором и диктатором, несмотря на это, он является действительно грамотным человеком.
учителя. Карта мага в безумной луне – это человек, который не до конца обладает знаниями, которыми бы он хотел обладать. Однако это для него не совсем важно, он не совсем понимает то, что нужно обучиться, ему главное быть в центре внимания. Это нарцисс, эгоист, любящий привлекать к себе внимание. Тоже манипулятор в какой-то степени. Оба они не совсем относятся к обману, да, не совсем относятся к нечестной игре. Здесь все-таки больше про манипуляции, здесь все-таки больше про... Здесь в данном случае про манипуляции, здесь в данном случае про нарциссизм какой-то, да. И карта мага в колоде Триумфа Луны – это у нас лень, это у нас незнание абсолютное ничего, хотя мы можем и мы сможем, если захотим, да, это лень, и это хитрость и обман. Собственно говоря, вот карта мага, которая... Одна карта, один старший аркан, который абсолютно различается в 3 разных колодах. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. В следующий раз мы с вами будем изучать карту Верховная Жрица, также в 3 разных колодах Патрика Валенса и колодах Райдера Уэйта. Я вас очень люблю, и смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Всего вам доброго и до новых встреч!